Добрались и до 7-й задачки по стереометрии. Будем строить сечение и искать его площадь. Если хочется больше деталей, то вот условия. Нам известны все ребра призмы ABCD, A1B1, C1D1. На ребрах AB, A1D1 и C1D1 отмечены точки M, N и K соответственно. Притом указано, как именно они делят эти ребра. Будем строить сечение призмы плоскостью, проходящей через точки M, N и K, ну и затем будем искать площадь этого сечения. Поехали! Сразу скажу, что если вы строили сечение и получился четырехугольник, то что-то не то и есть смысл подумать еще над задачей. Не буду лепить условия картинкой, все и так видно. 3 желтые точки, нужно построить сечение, проходящее через них. И коль здесь построение сама цель, то давайте не торопясь. Соединим N и K. N и M соединять не будем, они принадлежат разным граням. Лучше продлим NK до пересечения с A1B1. Получим точку S. Проведем прямую SM, и куда она там дальше полетела, одному богу известно. Но ничего страшного. Попробуем продлить B1C1 до пересечения с NK. Получим точку P. А вот сейчас внимательно. Наша секущая плоскость пересекает параллельную между собой верхнюю и нижнюю грани призмы, а значит пересекает их по параллельным прямым. Чтобы сделать это построение точным, нужно выяснить длины D1K и D1N, но по большому счету они уже даны в задаче. После всего этого соединим точки P и L. Прямая PL пересечет ребро CC1 в точке R. Таким образом мы получили в сечении шестиугольник, который немцы, вероятно, назвали бы Вен Карлума. Пока идет формальное описание построения сечения, подумайте, является ли этот шестиугольник правильным. И даже если он не шибко правильный, как искать его площадь? Никаких специфических формул здесь знать или тем более зубрить не нужно. Стоит заметить подобные треугольники ND1K и NA1S. Если в большем катет 2,2, то в меньшем будут 1,1. Далее равенство треугольников SVA1 и MVA дает то, что V середина ребра AA1. Аналогично R будет серединка CC1. Получается, что отрезок VR делит шестиугольник на две равные трапеции. Все длины здесь достаточно легко находятся. И VR, и NK, и даже отрезок NV найдется как гипотенуза прямоугольного треугольника. Выяснив все это, зададимся целью найти площадь трапеции VNKR. Здесь все легко. Проведем высоты NH и KH1. Отрезочек VH получится корень из 2 на 2. По теореме Пифагора найдется высота трапеции. Ну а дальше полусумма оснований на высоту даст площадь трапеции. Не забудьте, что таких трапеций у нас было 2, значит итоговый ответ 10. Все, кто осилил эту задачу, большие молодцы. Мои аплодисменты вам.